Лена знала, что на родине мужа ее не любят, и ехала туда с тяжелым сердцем. А как бы относилась она к такой снохе на их месте? Но точно бы не так. Оправдывала она себя. И тут же мысли закруглялись и шли по бесконечности. А как не так? Ведь родители мужа, его бабушка Лида, в принципе, ее привечали, встречали их накрытым столом и натопленной баней. Никогда не слышала она от них плохих слов в свой адрес, но по оговоркам свекра, по шипению на него его матери, по их переглядкам и так было понятно. Неспособность Елены родить им внучат за 12 лет брака с их сыном перечеркивали все ее достоинства. Как-то проговорился двоюродный его брат о том, что отец и дядька мужа уговаривают его найти себе другую, детородную. И хоть было это и в пьяной беседе, но, как говорится, что у трезвого на уме. Елена вышла замуж еще совсем девчонкой, как говорили вокруг, а через месяц вдруг что-то не то, а через 2 с приступом оказалась в больнице, внематочная. Вердикт врачей был положительный, 2-я труба в норме, беременность наступит. Но шли годы, шло бесконечное и выматывающее длительное лечение. Елена плохо переносила некоторые курсы, поправлялась до одышки, затем худела, потом начинала все новый и новый круг лечения, которое продолжалось месяцами. Первое время каждый месяц прислушивалась к себе, мечтала, представляла, что вот именно сейчас уже живет в ней новая маленькая жизнь. Но каждый раз приходило и приходило разочарование. Это длилось так долго, что Елена уже привыкла. Невозможно ждать чуда постоянно. Временами она уже думала, что все напрасно, опускала руки, а временами вдруг приходила надежда, и казалось, все будет, надо только подождать. Вот так и проходили года. Было еще ЭКО, но не было уже ни сил, ни денег. Ее организм уже перенес столько уколов и процедур, что ЭКО даже врачи не рекомендовали или просили немного восстановиться. Так они и решили, ведь еще надо было подкопить денег, да и сделать перерыв, а может, даже смириться уже со всем этим. Поезд стучал колесами. Как ее встретят? Она могла бы и не ехать, конечно, но лет 6 назад скользнуло у Елены некоторое подозрение, что на малой родине у Алексея есть зазноба. Тогда и скандал был, и она даже уходила, но Алексей уломал, упросил вернуться. Ни в чем не клялся, ничего не отрицал, взял любовью. А он любил Лену, да и она его. Ведь сама ж сколько раз говорила мужу, чтобы бросил ее, раз деток не может родить. А Алексей обнимал и говорил, что ему больше никто не нужен, и если так надо, то они и вдвоем проживут. И сейчас именно он уговорил ее поехать вместе. Надолго, на поллета. Отпуск на севере у них был большой. И Елена решила, коль плохо примут, уехать всегда смогу. Приняли неплохо, но все время было ощущение, что что-то не договаривают и прячут глаза. «Ну и ладно», — решила Лена, — «я же чужая, стесняются, может, или просто недолюбливают». Решила поменьше на это обращать внимание, помогала, чем могла по хозяйству, нянчилась 1,5-годовалой племянницей, выгуливала полуслепую бабушку Лиду, которая смотрела на нее как-то сквозь слезы, а вечерами ходили с мужем гулять на реку. Было там так красиво и спокойно. Просто обнявшись, она могла просидеть молча и 1-2. Вроде все было нормально, но какое-то тревожное чувство сидело и сидело в груди. Однажды вечером Елена пришла на речку одна и нахлынула. Спокойное урчание реки вдруг вызвало поток слез. Они лились и лились, и остановить их было ничем невозможно. А может, и не надо было останавливать. Лене нужно было выплакаться.
Говорят же, что потом легче становится, чем когда все внутри себя копишь. Да и думала, что она там одна. Старушка с трясущейся правой рукой, пришедшая за пасущейся козой, постояла, а потом присела рядом. «Что, милая, совсем тяжко?» «Тяжко», — просопела носом Лена. «А что так?» «Деток хочу, а Бог не дает». «Плохо», — вздохнула старушка. «А просила?» «Миллионы раз. Добрых дел Бог от тебя, значит, ждет. Вот как дождется, так и даст. Не горюй, Бог знает, что делает». И своей трясущейся рукой старушка перекрестила Лену. Старушка ушла. Ее словам Лена не то чтобы поверила, но эти слова ее почему-то успокоили. И верно, будь как будет. Она встала, смахнула оставшиеся на лице слезинки, улыбнулась заходящему солнышку и поспешила домой. Как и принято, во всех российских селах с приездом сына отправлялись на кладбище к старикам, оградку подкрасить, цветы пересадить, а потом в часовенку, за упокой помолиться, да свечи поставить. Лена все сделала, да первой вышла. Она ждала родню у часовни. По высоким перилам лазила девочка лет 4. Невзначай соскользнула и повисла очень неудачно. Нога застряла в узористой ковке. Лена подскочила, помогла выбраться. «Спасибо, тетя», — бойко прокомментировала ничуть не испугавшаяся девчушка. «А вас как звать?» «Я тетя Лена, а тебя?» «Я Лиза. Пойдемте, я вам что-то покажу». Она взяла Елену за руку и потащила вглубь кладбища. «Смотрите, какие маленькие могилки. Здесь детки маленькие лежат. Надо вам крестик погладить. Давайте». «Зачем это?» Лена не понимала настойчивости девочки. «Надо, надо, чтобы не бояться». Лена не боялась нисколько, и больше для того, чтобы угодить настойчивой девчушке, подошла и погладила крестик, а потом достала салфетку и вытерла пыль с него. «Лиза, а к кому ты пришла?» «Я к маме, но она далеко отсюда, на том конце кладбища, за леском». «Лиза, ты где?» Позвали девочку от часовни. «Я тут, я бегу!» — крикнула она вдаль. «До свидания! Вы хорошая, я знаю!» И умчалась на зов. Странная девочка. Жаль, что без мамы, подумала Лена. Еще немного побродила среди маленьких могилок, подумала о том, какое это неимоверное горе — ребенка иметь и потерять. Этим матерям гораздо тяжелее, чем ей, и нечего пенять ей на судьбу. С часовни вышли все, кроме бабушки. Елена вызвалась за ней сходить и краем уха услышала, о чем молила Лидия. «Прости ты меня, Господи, за Ксению. Так хотела счастья внуку, что накликала беду. Это я виновата». Тогда Елена ничего не поняла и не вникала даже. Помогла бабушке выйти из часовни, а там уже Алексей подхватил бабушку. Совсем плохо ходили ноги у старушки, а после церкви так еще тяжелее было. Дни отпуска уже подходили к завершению. Елена всегда находила себе дела. В одном дворе стояли 2 дома, и рядом с родителями и бабушкой жила семья сестры Алексея. С ней у Лены сложились добрые отношения. Там она и пропадала. Но вот однажды, когда уже легла спать и вдруг вспомнила, что не повесила сушить белье, вышла во двор и случайно услышала, как Алексей ругается с сестрой. «Да не могу я! Как ты не понимаешь? Это будет конец. Было уже, я же знаю». «Она имеет право знать. Как ты не понимаешь?» — громко шептала сестра. Заснуть в эту ночь Лена так и не смогла. А наутро разбудила Алексея и потребовала рассказать, о чем они шептались с сестрой. Пригрозила, что иначе уезжает,
что расстаются, что не хочет жить во лжи. Она думала, конечно, об измене. И, в общем-то, не ошиблась. Лет 6 назад Алексей приехал сюда один, а после веселых посиделок оказался в постели с бывшей одноклассницей. Как это случилось, и сам не помнил. Знает, что очень этому поспособствовала баба Лида. Все время Ксюху за него сватала. Алексей рассказал не все, потому что знал он не все. Потом его рассказ продолжила сестра. «Лен, ты прости, это такая наша семейная беда, что и рассказать трудно. Бабуля все глаза выплакала, молится каждый день. Из церкви под руки выносим, все прощения просит. Она всегда своевольная была, добивалась того, что хотела. Тогда, как помешалась, Ксюху сама Алексею подложила и подпоила его сама. Все надеялась, что он тебя бросит и вернется сюда, если Ксюха от него родит. И Ксюша родила девочку, да только сама потом заболела и через год умерла. А бабуля теперь на себя грешит, что это она виновата, и в гибели ее себя винит, и в том, что девочка сиротой растет. «А сейчас ребенок где?» – спросила Лена, потом у Алексея. «Она с прабабушкой живет, с бабушкой Ксенией. Так вышло. Пошли, знакомиться будем. Я ее сам приведу сегодня. Все равно собирался. После той нашей ссоры думал, не простишь. Прабабка ее болеет. Забрать ее хочу. Должен. Понимаешь?» У Елены стоял ком в горле. Она никак не могла понять свои чувства. Почему-то уже не было обиды от измены, но не было и никаких чувств к чужому для нее ребенку. Нет, она, наверное, не сможет принять девочку, совсем чужого и незнакомого ребенка. Да и не просто чужого ребенка. Мысли путались в голове. Одна быстро сменяла другую. Обида, злость, негодование. Все читалось на лице Лены. А еще принятие. Принятие того, что случилось, и назад не вернуть. Принятие того, что ребенок ни в чем не виноват, что она постарается не винить маленькую. В доме происходило то, чего ждали несколько лет. Вся семья готовилась к встрече Елены с дочкой Алексея. Было тихо, но все суетились, зачем-то накрывали стол. Бабушка Лида сидела у икон. Алексей ушел за дочкой и ее старой больной прабабушкой. Наступил момент, когда приготовления были закончены, и наступила вообще гнетущая тишина. Слышно было только тиканье часов. «Идут!» — увидела в окно и выдохнула сестра. Хлопнула калитка, раздались шаги в прихожей, дверь открылась. И тут, как колокольчик, разрезающий тишину, зазвенел детский голосок. «Тетя Лена, это вы? Я так и знала, что вы моей второй мамой будете. А еще у меня скоро будет сестричка, да? Только братика не надо. Я мальчишек вообще не очень люблю». «Лиза, солнце, как я рада тебя видеть! Какой братик? Ты что?» «Сестричка, она уже тут». И Лиза обняла Лену за талию и приложила ухо к животу. «Я ее слышу». И только тут до Елены вдруг медленно стало доходить, что, возможно, так оно и есть. Она совсем забыла о счете дней. Признаки все, даже утренняя тошнота. Лена так рада была видеть Лизу, как будто там, на кладбище, между ними возникла какая-то невидимая связь. Она подняла глаза, а на пороге стояла старушка с трясущейся рукой, прабабушка Лизы. Она улыбалась. «Слава тебе, всемогущий Господи! Простил!» раздалось от икон. Через некоторое время все прощались с Леной, Алексеем и Лизой. Пора было возвращаться домой.
Вагоны поезда плавно покачивались, и Алексей улыбался, глядя на Лену с Лизой. А они и не замечали его. Они обсуждали, какую мебель купят Лизе, какие обои поклеят в ее комнате. На следующий год к родителям Алексея они не поехали. Не из-за обиды, а потому что Светочка еще была совсем крошкой, и будет тяжело. Лиза не ошиблась и с радостью встречала маму Лену и сестренку из роддома. А вот еще через год они вместе поедут на все лето, будут загорать, купаться в речке и есть спелые ягодки. И больше Лена никогда не увидит неодобрительных взглядов со стороны родственников мужа, а даже наоборот. Ей рады больше, чем Алексею, на что он шутит, что обидится. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.